цифровая философия или цифровая онтология. Цифровая философия или цифровая онтология – это направление философии и космологии, отстаиваемое, поддерживаемое некоторыми математиками, учеными, физиками-теоретиками и так далее, такими как Эдвард Фредкин, Конрад Цузе, Стивен Вольфрам, Руди Рукер или Ракер, Грегори Джон Хайтин, Сет Ллойд и Паоло Зизи или Паоло Цици. Цифровая философия эволюционирует от цифровой физики. Цифровая физика в физике и космологии – это совокупность теоретических взглядов, основанных на интерпретации, что Вселенная по сути является информацией и, следовательно, является вычислимой. Из данной идеи следует, что Вселенная может пониматься как результат работы некоторой компьютерной программы или как некий вид цифрового вычислительного устройства или, по крайней мере, устройства математически изоморфного такому устройству. Цифровая физика основана на одной или нескольких ниже следующих гипотезах, перечисленных в порядке возрастания степени смелости предположений. Вселенная или реальность по сути информационна, по сути вычислима, может быть описана или смоделирована в цифровой форме, по сути является цифровой, имеет свойства вычислительной системы, ее поведение может быть результатом работы этой системы. Итак, в общем, цифровая философия эволюционирует от цифровой физики. Цифровая философия и цифровая физика оба термина введены Эдвардом Фредкиным и предлагают основывать современную физику на клеточных автоматах. Клеточный автомат – дискретная модель, изучаемая в математике, теории вычислимости, физике, теоретической биологии и микромеханике. Основное направление исследования клеточных автоматов – алгоритмическая разрешимость тех или иных задач. Также рассматриваются вопросы построения начальных состояний, при которых клеточный автомат будет решать заданную задачу. Точнее говоря, ученые, поддерживающие это направление, исходят из предположения, что Вселенная на самом деле похожа на гигантский компьютер. Это современная интерпретация некоторых предшествующих философских интуиций, таких как прежде всего пифагорейская теория числа как архе, начало, основание, происхождение, первопричина, принцип, досократовская, досократической древнегреческой философии, первооснова, первовещество, первоэлемент, из которого состоит мир. Монадология Лейбница и концепция логической формы, выраженная в логико-философском трактате Людвига Витгенштейна. Можете обратить внимание, на канале есть небольшие видео про Лейбница и Витгенштейна, я оставлю ссылки. Можно сказать, что цифровая философия является переосмыслением метафизических идей Лейбница. При этом переосмыслении происходит замена понятий монадологии Лейбница на теорию клеточных автоматов. Цифровая философия пытается решить некоторые сложные вопросы в философии сознания. Философия сознания – это философская дисциплина, предметом изучения которой является природа сознания, а также соотношение сознания и физической реальности. И философия физики. Философия физики – это раздел философии, изучающий понятия, границы и методологию физики как части науки. В рамках своей задачи философия физики анализирует, например, проблему несовпадения онтологической и физической проекций. Например, понимание физикой времени как течение наиболее стабильного процесса и онтологическое понимание времени как течение времени вообще или смены фаз – прошлое, настоящее, будущее. К философии физики относится также проблема причинности, проявляющейся только в физическом мире, а в связи с последней и проблема корреляции. Цифровой подход к философии также связан с недетерминистическим эссенциализмом копенгагенской интерпретации квантовой механики. Копенгагенская интерпретация – интерпретация толкования квантовой механики,
которые сформулировали Нильс Бор и Вернер Гейзенберг во время совместной работы в Копенгагене около 1927 года. Бор и Гейзенберг усовершенствовали вероятностную интерпретацию волновой функции, данную Максом Борном, и попытались ответить на ряд вопросов, возникающих вследствие свойственного квантовой механике корпускулярного волнового дуализма, в частности на вопрос об измерении. В цифровой вселенной существование и мышление состоит только из акта вычисления, однако не всякое вычисление может являться мышлением. Таким образом, вычисление есть единственная субстанция монистической метафизики, в то время как субъективность порождается универсальностью. Вообще говоря, существует множество вариантов цифровой философии, но многие из них являются просто отдельными теориями, которые рассматривают окружающую реальность и процессы мышления как процессы обработки информации. Эдвард Фредкин является выдающимся профессором университета Карнеги-Меллона и одним из первых пионеров цифровой физики. В недавней своей работе он использовал термин «цифровая философия». Версия цифровой философии Эдварда Фредкина проявляется в том, что цифровая философия – это одна из форм цифровой физики, панкомпьютационализма, философской школы, которая утверждает, что все физические процессы природы являются формами вычислений или обработки информации на самом фундаментальном уровне реальности. По поводу панкомпьютационализм – это термин, охватывающий все парадигмы вычислительного мира, которые исходят из осознания того, что природу можно успешно объяснить с помощью вычисляемых научных моделей. Он использует концепции функционализма и не только до их конечных последствий, представляя мир, в котором все физические процессы выполняются компьютером. Другими словами, панкомпьютационализм охватывает все парадигмы, которые рассматривают Вселенную как компьютерную программу. Цифровая физика связана с несколькими более крупными философскими школами, такими как атомизм. Атомизм – это натурфилософская физическая теория, согласно которой чувственно воспринимаемые вещи состоят из химически неделимых частиц атомов. Детерминизм. Детерминизм – это учение о взаимосвязи и взаимной определенности всех явлений, процессов, доктрина всеобщей причинности. Механицизм. Механицизм – это метод познания и миропонимания, рассматривающий мир как механизм. Монизм. Монизм – это философское воззрение, согласно которому разнообразие объектов в конечном счете сводится к единому началу или субстанции. Натурализм. Натурализм – философское направление, которое рассматривает природу как универсальный принцип объяснения всего сущего, причем часто открыто включает в понятие природа также дух и духовные творения. Например, по Канту натурализм есть выведение всего происходящего из фактов природы. Реализм. Про реализм есть видео небольшое на канале, я оставлю ссылку. Редукционизм. Редукционизм – методологический принцип, согласно которому сложные явления могут быть полностью объяснены с помощью законов, свойственных явлениям более простым. И эмпиризм. Эмпиризм или эмпирицизм – это метод познания через чувственные ощущения, в котором знания могут быть либо представлены как описание этого ощущения, либо сведены к нему. Сторонники панкомпьютационализма считают, что биология сводится к химии, которая сводится к физике, которая сводится к вычислению информации. Цифровая философия Фредкина содержит несколько фундаментальных идей.
Все в физике и физической реальности должно иметь цифровое информационное представление. Все изменения в физической природе являются следствием цифровых информационных процессов. Природа конечна и цифровая по сути. Традиционная иудейская христианская концепция души имеет аналог статической динамической душе, определяемой в терминах цифровой философии. Конрад Эрнст Отто Цузе – немецкий инженер, пионер компьютеростроения, наиболее известен как создатель первого действительно работающего электромеханического программируемого компьютера и первого языка программирования высокого уровня План-калькюль. Цузе считал, что устройство Вселенной похоже на сеть взаимосвязанных компьютеров. В 1969 году он издал книгу «Вычислительное пространство». Стивен Вольфрам – британский физик, математик, программист и писатель. Разработчик системы компьютерной алгебры математика и системы извлечения знаний Вольфрам Альфа. В своей книге «Наука нового типа» A New Kind of Science, в которой представлено эмпирическое исследование простых вычислительных систем, кроме того, утверждается, что по фундаментальным причинам эти типы систем необходимы для моделирования и понимания сложности в природе. Вывод Вольфрама состоит в том, что Вселенная дискретна по своей природе и подчиняется фундаментальным законам, которые можно описать как простые программы. Он предсказывает, что осознание этого в научных сообществах окажет революционное влияние на физику, химию, биологию и большинство научных областей. Руди Рукер или Ракер – американский писатель-фантаст, математик, ученый. Модель реальности Рукера основана на представлении о том, что все существующее – это восприятие различных наблюдателей. Сущность любого вида – это глобус в пространстве фактов. Мир, совокупность всех мыслей и объектов – это шаблон, разбросанный по пространству фактов. Следующие выводы описывают цифровую философию, которая связывает мир с пространством фактов. Итак, мир может быть преобразован в цифровые биты, каждый из которых состоит из более мелких битов. Эти биты образуют фрактальный паттерн в пространстве фактов. Этот паттерн ведет себя как клеточный автомат. Паттерн невообразимо велик по размерам и измерениям, хотя мир начинался просто, его вычисления невероятно сложны. Грегори Хатин – аргентино-американский математик и информатик. Он известен своей новой теоремой о неполноте, схожей по духу с теоремой Гёделя о неполноте. Хатин также занимается вопросами философии, в особенности метафизикой и философией математики, в частности, эпистемологическими проблемами математики. В метафизике Хатин утверждает, что алгоритмическая теория информации – ключ к разрешению проблем в таких областях, как биология, получение формального определения жизни и происхождения и эволюция, и нейробиология, проблема сознания и изучения процессов мышления. Фактически в последних своих трудах он отстаивает позицию, известную как цифровая философия. В эпистемологии математики он заявляет, что его открытия в математической логике и алгоритмической теории информации показали, что существуют математические факты, истинность которых нельзя объяснить никакой теорией. Доказать эти факты можно только одним способом – признать их аксиомами без всяких рассуждений. Хатин предлагает математикам оставить всякую надежду доказать эти факты и принять квазиэмпирическую методологию. Хатин также является автором использования хроматического числа для распределения регистров при компиляции известного как алгоритм Хатина.
Сет Ллойд, профессор Массачусетского технологического института, область научных интересов и исследований Ллойда включает информационное взаимодействие со сложными системами, в особенности с квантовыми системами. Он провел плодотворную работу в области квантовых вычислений и квантовых коммуникаций, включая предложение первого технологичного дизайна квантового компьютера, демонстрацию жизнеспособности квантовых аналоговых вычислений, доказал теорему Шеннона для квантовых вычислений, а также разработав новые методы квантового исправления ошибок и снижения уровня шума. В своей книге «Программируя Вселенную» Ллойд утверждает, что Вселенная сама по себе является одним большим квантовым компьютером, производящим все то, что мы видим вокруг нас, включая нас самих. По мнению Ллойда, Вселенная работает как огромная космическая программа. По словам Ллойда, как только мы поймем законы физики полностью, мы сможем использовать квантовые вычисления на меньших масштабах, и с их помощью, в свою очередь, сможем полностью понять Вселенную. Ллойд подсчитал, что при условии роста вычислительных мощностей, согласно закону Мура, через 600 лет мы сможем полностью смоделировать поведение Вселенной. В то же время Ллойд полагает, что экспоненциальный рост Вселенной ограничен, и, с другой стороны, очень маловероятно, что закон Мура будет выполняться неопределенно долго. Паоло Цици, Паоло Зизи, итальянский физик-теоретик, наиболее известна своими работами в области петлевой квантовой гравитации. Петлевая квантовая гравитация – одна из теорий квантовой гравитации, основанная на концепции дискретного пространства-времени и предположении об одномерности физических возбуждений пространства-времени на планковских масштабах. Делает возможной космологическую гипотезу пульсирующей Вселенной. Она рассматривает Вселенную как своего рода суперкомпьютер. Цифровая философия – это комплексная философская теория, содержащая онтологию, теорию становления и метафизику. Что касается онтологии, то она помещает информацию в основу самой реальности. Реальность таким образом не имеет ни материальной, ни духовной природы, но основана на своеобразной нематериальности, которую мы могли бы определить как информационную. Становление реальности задумано как вычислительный процесс. Цифровые принципы в данном контексте подчеркивают, что все вычисляется, все производится путем вычислений, все может быть превращено в вычислительное устройство. Что касается метафизики, то цифровые философы приходят к выводу, что поскольку космос – это огромный компьютер, то для создания программы необходим великий программист или божественный хакер. Цифровая философия – это современное переосмысление монистической метафизики Готфрида Лейбница, которое заменяет монады Лейбница аспектами теории клеточных автоматов. Поскольку, следуя Лейбницу, разум может быть подвергнут вычислительной обработке, цифровая философия пытается рассмотреть некоторые основные вопросы философии разума, философии сознания. Цифровой подход пытается разобраться с недетерминированной квантовой теорией, где предполагается, что вся информация должна иметь конечные дискретные средства ее представления и что эволюция физического состояния регулируется локальными и детерминированными правилами. В цифровой физике существование и мышление состояли бы только из вычислений, однако не все вычисления обязательно будут продуманы. Таким образом, вычисление является единственной сущностью монистической метафизики, в то время как субъективность возникает из вычислительной универсальности. Существует множество вариантов цифровой философии, однако большинство из них представляют собой теории цифровых данных, которые рассматривают все физические реальности, когнитивную науку и так далее в рамках теории информации.